Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня новиночка от Дмитрия Буялова. Оранжевая классическая коробочка, якорь, у нас логотип. Ну давайте открывать и смотреть. Вот. Ой, какая красота, посмотрите, какой здесь оттенок, такой медный, да, или такой ржавый, я бы сказал. Это радиорубка RR02.2 Акула, новая версия 2024 года, можно сказать уже такого, да, сентября 2024 года. И это, конечно же, линейка, которую все хорошо знают и довольно-таки быстро разбирают, а потом перепродают на Авито, ну, как обычно. От Дмитрия Буялова, от дизайнера, да, Дмитрия Буялова, которого вы все знаете по Мираному. И, естественно, эти часы можно купить только на Мираноме. И, естественно, от меня есть приятный скидосик. Гитат 5, скидка 5% на любые товары, в том числе вот эти часы на сайте Мираном. Но я все ссылки оставлю в описании к ролику, чтобы вам было удобно. Короче, давайте сейчас красавцев подзаведем. Конечно, здесь, как видите, завинчивающаяся заводная головка. И здесь две головки и такая стилистика 60-х в плане компрессора, потому что у отметки 4 часа, ну даже между 4 и 5 часов у нас заводная головка и головка, которая отвечает за внутренний безель между отметкой час и 2 часа. И здесь, конечно, есть определенные изменения от предыдущей версии, потому что, да, корпус в целом остался тот, вот даже который был первый, очень уже хорошо узнаваемый. Я думаю, все прекрасно понимают, представляют, как выглядит радиорубка от Буялова. Такой приплюснутый корпус, который расширяется к нижней части, и на самом деле он стал немножко даже тоньше. Но при этом сохранил вот эту характерную особенность, когда у нас получается, что лицевая часть, она уже, чем центральная часть корпуса, а дальше немножко корпус сужается, уже начинается там задняя крышка, да, крепится. За счет этого часы выглядят массивнее, брутальнее и на запястье лежат довольно-таки приятно. Посмотрим, как эта версия, но предыдущие на запястье смотрелись просто-таки шикарно. И в целом я бы сказал, что узнаваемость здесь обеспечивается именно тем, что необычно сделан корпус, необычная посадка и необычное крепление браслета, либо каучукового ремешка, там, да, кому что больше нравится. Но, и как любите вы, да, всегда говорить, часы на любителя. Да, часы на любителя, часы дизайнерские, часы, которые не каждому понравятся, но тому, кому они понравятся, это прям будет вот прям пушка, плюшка и то, что хочется носить и иметь в коллекции. Ну, давайте пройдемся сразу по характеристикам. Здесь у нас версия на браслете. На самом деле есть версия либо на браслете, либо на резиновом ремешке. Я вам, конечно же, рекомендую брать в базе на браслете и потом докупить уже резиновый ремешок. И желательно несколько, потому что, как видите, крепление нестандартное, соответственно, сторонние ремешки не подойдут. Либо заказывать у мастера, либо, что лучше, брать сразу на сайте Миранома, чтобы у вас в комплекте все было. Потому что, конечно, захочется, чтобы была версия полегче, да, на резине, и хочется, чтобы была базовая версия, ну, естественно, на браслете. Значит, что у нас здесь по этим часам? Стекло сапфировое, ну, как и было, так и осталось. Внутренний антиблик. Сверху добавился специальное покрытие от отпечатков пальцев, что, кстати говоря, на самом деле довольно-таки приятно и немаловажно. Дальше 200 метров водозащита. Механизм здесь, естественно, другой, потому что вы видите, у нас малая секундная стрелка у отметки 6 часов. Теперь здесь стоит Miyota 82S5 с малой секундой и запас здесь 42 часа. Швейцарская суперлюминова BGW9 на метках и стрелках. Циферблат из углеродного стекловолокна. Покрытие, да, здесь. Браслет тоже сталь 316, ну, либо резиновый ремешок, если вы такую версию выберете. Лимитка 1000 штук. И, что немаловажно, конечно же, давайте посмотрим по размерам. Как я вам говорил, да, безель у нас поменьше 42, по центральной части корпуса побольше 46. Высота 13
и 6, поменьше стало. Браслет в точке крепления 24, в точке, где у нас застежка 20. Он сужается, это, кстати, плюс. От ушка до ушка немножко здесь такое понятие размытое, потому что нужно учитывать еще первое звено. Ну, давайте померим. От ушка до ушка 49 миллиметров, даже чуть меньше. В принципе, с учетом того, что здесь, ну, по сути дела, нет ушек, вот это базовый размер, он кажется достаточно крупным, но все на самом деле довольно-таки не так опасно, да, для тех, у кого небольшие запястья. Мое запястье 18,5, то есть на среднее запястье эта модель ложится, ну, просто как родная, да. Я думаю, что на 17,5 будет, в принципе, окей. Меньше не рекомендую, лучше что-то еще посмотреть, да, тоже, например, от Дмитрия Буялова. И в целом на средние, либо на крупные запястья эта модель будет просто, ну, шикарно смотреться. Мне нравится, слушайте, вроде бы они большие, но вот на запястье посадил, и уже так не кажется. Блин, вот в этом цвете такой оранжевый, я бы даже сказал немножко либо ржавый, либо в медный. И циферблат очень объемный, очень красиво выглядит. Прям, ой, хорошо-то, как же хорошо. Слушайте, сидят они очень приятно, потому что, да, вот они такие распластанные как бы по запястью, круто. Ну, браслет, естественно, рекомендую брать, дальше уже решите, что вам нравится больше. Круто. Крупные массивные головки, но при этом, поскольку они разнесены, да, а если бы она была центральная такая, конечно, бы билась по запястью. Ну так, когда отметка тут уже 4,5, 1,2, окей, никаких проблем нет. Есть красивая вставочка, да, у нас между безелем и корпусом, это анодированный алюминий, и такая же вставка на головке, которая отвечает за внутренний безель. Безель здесь внутренний. Все завинчивается, отвинчиваем, крепим где хотим и замеряем, например, если вы часы эти используете для дайвинга. Не пишите в комментариях о том, что у нас там 99% дайверов, которые не плавали. Слушайте, это стилистика. Это вообще механические наручные часы. Да? Понятно, что далеко не каждый и не все будут использовать их как дайверские часы. Но это стиль. Я удивляюсь до сих пор, что люди вот какие-то вот странные комментарии пишут о том, что вот дайверы, зачем они нужны, ну как бы зачем, а зачем кроссовки нужны, когда ты просто ходишь или даже, например, в офис, да? Потому что нравится, потому что это дизайн, потому что это стиль. В общем, закрепили и что хотим, то и делаем по внутреннему безелю. Здесь он такой вот в цвет, да, а именно стали. Он сочетается с корпусом, с внешней частью безеля. И это добавляет брутальности, мощи. Потому что если бы был безель контрастный, не так бы воспринимал. Сейчас маленький циферблат, мощный, крупный, брутальный корпус. Здесь 8 винтов, которые крепят, да, у нас безель к корпусу. Брутальная и мощная заводная головка и головка, которая отвечает за внутренний безель. Мощный браслет, который несколько сужается, но это нисколько не сказывается в минус от его мощи. И все это производит впечатление действительно очень-очень таких мужских, очень брутальных часов. Но с цветом циферблата, конечно же, Дмитрий Буялов здесь поиграл, поэтому становится довольно-таки интересно. Ну и, конечно, давайте посмотрим, не одни же часы вышли, не только с таким браслетом. Опа! А у нас 4 интересные версии. Есть черная, есть синяя. Ну, понятно, что большинство людей все равно так или иначе выбирают базовый черный цвет. Синий цвет второй по популярности. И третий также цвет, это цвет стальной, более такой легкий, более, может быть, свежий. Белый, стальной, тоже очень интересная вариация. И смотрите, в каждой версии у нас идет разное сочетание. То есть здесь синий безель, есть оранжевые нотки на всех вариациях.
но воспринимаются и выглядят они немножко по-другому. Я вам вначале показал просто, наверное, самую необычную, да, вот такую вот оранжево-ржавую, я бы сказал, да. Здесь черный, оранжевый, может быть, акценты чуть в меньшей степени. А вот в этих вот ребяточках, да, они выражены более ярко, потому что здесь основной циферблат, он, да, вот другого цвета, который уже отличается от оранжевого. Я думаю, что хитами, конечно, будет черный, наверное, синий. Другие цвета, может быть, будут не столь популярны, хотя лично мне, как вы уже поняли, я в заглавии, да, в начале ролика и рассказываю про часы именно с оранжевым таким темным, немножко ржавеньким оранжевым. Мне он очень понравился. Он редкий, он необычный, и таких часов на рынке практически нет. Но, опять же, это вопрос, конечно же, вкуса. Вы меня спросите, да, насколько эти часы стоят? Я вам скажу, 39 500 рублей. Не забываем про мой купончик на 5%, что даст весьма приятную и полезную скидочку. Здесь очень такие современные, сдержанные, я бы сказал, лаконичные стрелки. Посмотрите, часовая, минутная и секундная. Очень лаконично, очень сдержанно. Уже не очень похоже на какой-то прибор подводной лодки. Здесь скорее похоже на какой-то прибор скоростной, вот в моем понимании, опять же, скоростной моторной лодки, которые участвуют в соревнованиях. Посмотрите вот на эту секундную стрелку. Ну, она реально выполнена просто вот... Это 2024 год. Она выглядит прям очень технологично, очень современно и лаконично. И дизайн ее, и как она сделана, очень круто. Слушайте, мне нравится. Мне нравится, как переработан стал циферблат. Он стал другим, он стал более универсальным, он, может быть, отошел от тематики вот этой вот подводных лодок. И, наверное, это даже в плюс. Ну, то есть, потому что каждая версия акулы, она немножко разная. И эта версия, в моем представлении, и, наверное, то, что я хотел бы. Потому что немножко, знаете, поднадоели лично мне вот эти вот заигрывания с винтажем. Потому что, ну, хочется винтаж, ну, возьми, пойди купи часы 50-60-х годов. А сейчас хочется вот чего-то такого, чтобы было именно вот сделано в 2024 там, и можно было носить в 2025, оно не выглядело вот как вот часы, ну, которые, опять же, вот, как это, переосмыслили, переделали, сделали то же самое, что было в 50-х, просто вот в оболочке современном. Нет, здесь современный дизайн, и он выглядит действительно здорово. Мне нравится. Мне нравится циферблат, мне нравится брутальность, мне нравится, что они крупные, что они мужские, что они мощные. Они показывают, что это вот часы. Вот мы, часы, это акула, все. Они как раз не предназначены для каждого дня. Это часы для спорта, для отдыха, для лета, ну или там для какого-то некого брутала, экстрима, что-нибудь там, да, на снегоходе едешь где-то в горах там, ну, короче, вот это прям вот туда все. Больше, естественно, в морскую тематику, но вот такой немножко более суровый, я бы сказал. Хотя при этом вот это, именно вот эта вот стилистика современного циферблата, современные сглаженные мотивы, они располагают эти часы пользоваться им не только в каких-то суровых, мужских, максимально брутальных условиях, но в принципе и, скажем, там, не знаю, в Сочи, да, где-нибудь летом. Почему нет? Ну или осенью, кому как больше нравится. И эта модель заиграла для меня по новой. Мне нравится сочетание здесь сатинирования, да, здесь вот у нас идет матирование по безелю, вот эти вот винтики, конечно же, эти классные большие головки. Проставка, да, вот здесь синий алюминий, здесь оранжевый, и в ржавых у нас, как вы видите, черный. Везде свое, да, везде разное. Большой брутальный такой браслет, при этом он очень хорош по геометрии и нигде не режет, нигде ничего вот это вот вам мешать не будет. Застежка, давайте посмотрим на двойном фиксаторе. Все у нас красиво, и посмотрите, какая красотулечка на задней крышке, индивидуальный номер, акула. Красота же, ну красота, ну скажите, ну просто очень круто. И модная застежка, которая есть уже у многих брендов, и теперь у Дмитрия Буялова. Нажимаем на кнопочку Push и можем, в принципе, регулировать наш браслет на где-то примерно сантиметр. Да, подстраивать именно под тот размер, который нам нужен в каждый конкретный момент. Это здорово.
Из этих нюансов, конечно же, и складывается цена. Да, цена не самая низкая, вы, понятное дело, можете много чего купить в эту цену, но, опять же, давайте вот как бы вот прям по порядку. Дизайн, характеристики, циферблат, его качество, да, то, что это российский бренд, соответственно, налоги, пошлины, таможка, гарантия, за это все нужно платить производителю. И, соответственно, мы, как покупатели, здесь либо пытаемся где-то там по максимуму сэкономить, либо мы понимаем все эти дополнительные расходы и либо принимаем это, либо нет. С точки зрения качества, слушайте, ну часы просто бомбические. С точки зрения дизайна у меня вообще просто, я когда их увидел первый раз, и случайным образом я увидел первый раз как раз-таки вот эти вот рыженькие, я подумал, блин, ну они хороши. Ну они просто восхитительные. То есть, ну и опять же, история продаж часов Дмитрия Буялова, она показывает, что покупатели просто в восторге. Ну и как бы и здорово. И здорово. Опять же, каждому свое, не каждому эти часы зайдут, но это и хорошо, потому что часы не должны быть универсальными, которые нравятся вот каждому. Да? Тогда это слишком скучно. А у них есть конкретная, совершенно конкретная ниша и фанаты, либо люди, которые понимают, зачем они эти часы покупают себе в коллекцию. И, наверное, это будут не единственные в сете часы. Я в этом уверен, наверное, на 100%. Ладно, давайте, знаете, сейчас еще немножечко по измерениям пройдемся. У нас по весу на полном браслете 212 грамм. Ну, те, кто не любит тяжесть на запястье, могут, конечно же, взять резину. По тому, сколько здесь про запас. Ну, сантиметрика 4 здесь точно есть. Плюс давайте попробуем на максимум здесь отжать браслет. Сколько тут еще будет? Здесь он уже на максимум. Ну, короче, 4 сантиметра плюс мои 18,5. В общем, где-то на 23 они сядут. Если у вас крупнее, чем 23, ну, тогда определенные вопросы. Не знаю, есть ли там возможность купить дополнительные звенья. Ну, наверное, при заказе можете просто там созвониться, списаться. Но в целом, мне кажется, 23 это уже практически на всех, на кого можно, только это все, такая модель сядет. Красиво. Объемный циферблат, конечно, вот это вот очень симпатично сделано. Класс, да. Метки накладные. Манеж, вот это 6-секундные стрелки малые. Безель потом, да, и он переходит вот как бы плавно уже в стекло и во внешний безель, который на винтах. Но мне нравится. Мне нравится. Понятно, что каждый день их носить не будешь, но вот под настроение, под чувство, под вот какой-то... Хочется что-то такого, да? Яркого, сочного, дизайнерского. Вот эти часы как раз в этот момент и подойдут. Ну что ж, давайте с вами посмотрим макро. И вот он красивый циферблат из углеродного стекловолокна. Очень такой объемный, да? С рисунком красивым. Манежик, стрелочки. Объемный 3D циферблат, якорь, да, у нас внутренний безель. И, кстати, зеркальная полировочка у нас проглядывается где? Немножечко на... нет, на манеже тоже сатинирование. Слушайте, зеркальная полировка только на метках. Ну, правильно, в принципе, направление часов, оно не подразумевает, что здесь слишком много блестяшек будет. Но, тем не менее, маленький нюансик так и есть. Браслет приятный, и на задней крышке у нас акула, и по-русски написаны все характеристики, что на самом деле правильно. О, кстати, номер какой, 500 из 1000. Время подводить итоги. Я, в принципе, уже все, наверное, рассказал свое мнение. Да? Мне кажется, классная модель. Ну, в принципе, как и все, что делает Дмитрий Буялов. Это меня радует, потому что у нас есть еще один бренд, который вот имеет свое лицо, свою нишу, свой дизайн. И он развивается и делает интересные модели, которые нравятся, которые народу нравятся, потому что раскупает их как горячие пирожки обычно. Что касается этой радиорубки, мне модель понравилась. Она понятна, опять же, да, не для всех и не для каждого случая. Это больше такая вот модель в коллекцию под настроение, под, скажем, какие-то активности. Спортивные, да, летние, южные. Ну, наверное, вот больше такое в моем представлении, потому что часы яркие, часы прям позитивные. И, кстати, вот на них смотришь, и душа радуется.
вызывает положительные эмоции, что тоже, кстати, здорово. Цена-качество, мне кажется, окей. Если бы вы спросили меня, какая модель мне нравится больше, я, наверное, останусь здесь при своем мнении. Ржавенькие мне нравятся больше. Но в целом, мне кажется, что все вот эти варианты, они достаточно интересные. И нет какого-то грустного, нет какого-то скучного. Даже черный здесь с оранжевыми вот этими акцентами, он, в принципе, смотрится довольно-таки притягательно. Притягательно. Пишите, как вам мнение, что из моделей вам нравится больше. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.